Привет! Сегодня мы поговорим о том, с чем же можно есть ленивые вареники, кроме варенья и ягод. Многие скажут, со сметаной. А нет. Только не со сметаной. Гастроэнтерологи отмечают, что сочетание творога со сметаной негативно влияет на нашу поджелудочную. В чем это выражается? Для здорового человека изжога, а для тех, у кого уже были проблемы, это приступ панкреатита. А нам это надо? Нет, нам это не надо. Итак, с чем же можно есть эти нежнейшие и не запятнавшие себя жаркой шарики? Но все по порядку. А сначала о том, как же их готовить. Это вкусно? Вкусно, быстро, полезно. На полкило творога берем 1 яйцо. Перемешиваем. Добавляем около стакана муки. Вымешиваем. Смотрим по консистенции, не должно прилипать к ложке. В кипящую воду добавляем чайную ложку соли. Я обычно формирую шарики ложкой, не обваливая их в муке. Они абсолютно не прилипают к кастрюле. Подождать, пока они всплывут. Буквально там минут 5 проходит. Вот видите, как они выскакивают. И можно вытаскивать. В принципе, вареники готовы. С чем их лучше кушать? Предлагаю попробовать с тыквой и морковкой. Тушеные в небольшом количестве воды. Можно добавить семена аниса, семена укропа. Причем выбирайте тыкву 8, она более сладкая. За счет натуральных сахаров будет сладко, но без сахара. А сочетание с морковкой и листиками базилика разнообразит вкус. Получается очень вкусно. Приятного вам аппетита! Ням-ням!